Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом», канал для тех, кто изучает русский язык. Я уже год в Аргентине. Сегодня ровно год, как я в Аргентине. Ну, я и моя семья. И до этого мы еще полгода были в Аргентине, то есть суммарно мы 1,5 года живем в Аргентине. И это хорошее время для того, чтобы порефлексировать немного. Сегодня я хочу вам рассказать о тех вещах в Аргентине, которые мне нравятся, ну и которые мне не нравятся. Сделать такой итог, небольшой итог моей жизни в Аргентине. Давайте начинать. Начну, пожалуй, с того, что мне не нравится. Что мне не нравится. Я не буду говорить о мелочах, о каких-то мелких деталях, мелких вещах. Глобально. Что мне не нравится. Ну, первая вещь – это, как ни странно, еда. Да, может быть, это прозвучит странно, но действительно в Аргентине мне не нравится еда. Я имею в виду еда в ресторанах или каких-то столовых. Вообще, та еда, которую можно где-то прийти и поесть. И вы можете сказать: Макс, но ведь в Аргентине очень много мишленовских ресторанов. И это правда. Действительно, в Аргентине много мишленовских ресторанов. То есть ресторанов высокого уровня с действительно вкусной едой, наверное. Но проблема в том, что я не хожу в мишленовские рестораны. Я хожу в самые обычные такие ресторанчики, кафе, где можно просто пообедать. Поужинать или позавтракать. С завтраками, кстати, самая большая проблема. И, к сожалению, очень сложно найти место, где ты можешь адекватно, нормально поесть. Я имею в виду, чтобы еда была относительно полезной и вкусной, и хорошего качества. Вот, к сожалению, таких мест очень-очень мало. Даже в столице, даже в Буэнос-Айресе, к сожалению, таких мест мало. Есть одно место, где я ем суши, там прекрасные суши. Есть пара ресторанов, где неплохая аргентинская еда. Но в целом, глобально, я вижу две проблемы. Первое – это очень маленький выбор. Еда часто адаптированная. То есть китайская еда будет не настоящей китайской едой, а аргентинской версией китайской еды. Вот. И она будет другая. То есть первое – маленький выбор. И второе – это… Окей, маленький выбор – это не так страшно. В принципе, в Буэнос-Айресе достаточный выбор, достаточный. Но проблема в том, что качество этой еды обычно очень низкое. Найти какой-то свежий, хороший салат, практически нереально. Практически нереально. Вообще, салаты как класс отсутствуют. Ну, то есть, я не имею в виду какие-то салаты с майонезом или какие-то салаты с вареным рисом, яйцом и еще вот что-то такое. Я имею в виду салаты из свежих овощей, да. К сожалению, очень сложно такие салаты найти, и они обычно, очень плохо выглядят. Вот, поэтому, да, первая вещь – это невкусная еда. Со временем мы адаптировались к местной еде, и, на самом деле наша адаптация – это готовить дома. Мы стали гораздо больше готовить дома, чем, например, в Сербии или в других странах, где мы жили. Я посетил
не знаю, около 30 стран, мне есть с чем сравнить, и, к сожалению, еда в Аргентине для меня это большой минус. Вернее, даже невозможность нормально пообедать или поужинать, а позавтракать практически вообще невозможно. Однако есть одно исключение. Когда мы путешествовали по северо-западу Аргентины, это провинция Сальта, провинция Тукуман, провинция Хухуй, простите, Хухуй, Сальта, то там мы нашли очень много интересных местных локальных блюд. То есть не там аргентинская пицца или аргентинская какая-то, ну, типа вот испанская, как сказать, аргентинская еда с испанскими и итальянскими корнями, да. Не эта еда, а местная еда местных, наверное, жителей, да. Я это так понимаю. Например, локро или касуэла. Такие прикольные блюда, очень самобытные и действительно вкусные. Вот тот регион в плане еды мне понравился гораздо больше, чем остальная часть Аргентины. А в Аргентине, ну, я посетил множество провинций, был во многих больших и маленьких городах, и вот что я думаю по поводу еды. Вторая вещь – это потребительские товары. Вообще все потребительские товары, начиная от косметики, бытовой химии, мыло, шампунь и так далее, и заканчивая, не знаю, компьютерами, автомобилями, бытовой техникой и так далее. Здесь точно так же есть две проблемы. Первая – это дефицит. Я бы сказал так, дефицит товаров очень многих. И второе – это качество товаров, которые есть на местном рынке. Например, вот то, что вы на мне сейчас видите, вся моя одежда, кроме этой футболки, была куплена еще в других странах. И 90% моей одежды куплено не в Аргентине. Это не потому, что я не покупаю здесь одежду. Я покупаю, но, к сожалению, здесь нет каких-то привычных магазинов или брендов, обычных брендов. Я не говорю там про Луи Виттон или что там, Дольче Габбана. Нет, я имею в виду обычные какие-то более-менее качественные вещи. Они стоят здесь, не знаю, во много раз дороже. И там телефоны, компьютер, короче, все, что импортное, все стоит гораздо дороже. Вот. А почему? Ну, насколько я понимаю, из-за того, что пошлины, ввозные пошлины, они очень высокие. То есть импортеры платят большие налоги. И поэтому какие-нибудь кроссовки, да, вот кроссовки, будут стоить не $80, а $150 минимум. И тебе будет сложно их найти. Вот. И поэтому вся одежда, ну, большая часть одежды, она у меня еще, она была куплена в других странах. Вот. Но вот даже футболка, я купил футболку, которая сделана здесь, в Аргентине. И уже на следующий день вот здесь на подмышке, это подмышка называется, часть тела, подмышка. Не знаю, какая мышка, почему не подкошка или не подсобака, но окей, подмышка. На подмышке появилась дырка уже на следующий день. И, к сожалению, это не первый раз, когда такое происходит. Вот. Поэтому очень многие люди, ну, многие русские, которые здесь живут, они заказывают одежду или какие-то вещи, косметику в России
и курьеры или знакомые привозят из России сюда вещи. Причем у курьеров, у специальных курьеров, ты будешь платить 20 или 30 долларов за килограмм, друзья. 20 или 30 долларов за килограмм чего угодно. И люди все равно заказывают и покупают одежду, электронику, какие-то еще вещи, потому что все равно получается дешевле. Вот, получается дешевле. Не знаю, у меня была и есть надежда, что текущие политические перемены в Аргентине как-то изменят эту ситуацию, и она в чем-то меняется, но проблема с импортными товарами, она до сих пор есть. Я, кстати, слышал, не знаю, насколько это правда, что в Аргентине одежда дороже на 35%, чем в других странах Латинской Америки. Вот. Факт. Но, опять же, проблема 30% окей, это не так страшно. Проблема в том, что ее нет. Ты не можешь купить какие-то вот качественные, адекватные вещи. Вот. И это, конечно, большая проблема. Не потому, что я люблю шопинг, люблю тратить деньги, покупать все. Нет, просто потому, что я привык покупать достаточно качественные вещи, носить их долго, использовать их долго и не тратить на одежду много денег. А так получается, что я покупаю футболку за, не знаю, 10-13 долларов, и, может быть, она прослужит месяц, может быть, 2 месяца, может быть, дырка станет больше уже через 3 дня. Не знаю. Но, короче, эта ситуация прям очень сильно бесит, и, к сожалению, пока с этим ничего нельзя сделать. Следующее. Третья вещь, которая мне не нравится, это, наверное, культура вождения. Культура вождения. В целом в Аргентине более-менее нормальная культура вождения автомобиля. Да? Но есть один нюанс. Два нюанса. Первый нюанс – это автомобили почти никогда не уступают дорогу пешеходу. То есть, если ты переходишь дорогу там, где пешеходный переход, там, где зебра, если ты хочешь перейти дорогу, и ты стоишь и ждешь, то проедет 5, 10, иногда 15, иногда 20 автомобилей, и тебе не уступят дорогу. То есть почему-то преимущество имеет автомобиль. Хотя в правилах дорожного движения Аргентины написано, что нужно уступать пешеходу. Это везде так работает в теории. Но на практике тебе очень редко уступают дорогу. Даже если ты идешь с коляской и с ребенком, тебе все равно, скорее всего, не уступят дорогу. А когда ты будешь проходить, прям сзади тебя быстро может проехать автомобиль. То есть, переходить дорогу вначале было прям стрессом. Вот, эта вещь, конечно, не нравится. И второй нюанс здесь же. В Буэнос-Айресе с этим более-менее нормально. Но в других городах Аргентины на регулируемых перекрестках, то есть на перекрестках со светофором, где ездят автомобили, ходят люди, на регулируемых перекрестках нет светофоров для пешеходов. То есть вот перекресток для автомобилей есть светофор, а для пешеходов нет. И иногда перекрестки бывают какими-то сложными, вот такими.
И тебе всегда нужно думать как автомобилист. Типа, где светофор для автомобилей? Для автомобилей сейчас красный или зеленый? Если для автомобилей красный, тогда ты идешь. Если для автомобилей зеленый, ты стоишь. И вот такая ситуация во всей Аргентине, где я был, кроме Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе мало, есть, но мало таких перекрестков. Вот. В Буэнос-Айресе обычно есть светофоры для пешеходов. Ну, я мог бы еще 4-м пунктом добавить экономику и проблемы с курсом доллара, вообще с курсом валют. И, наверное, я добавлю 4-й пункт, последний, это экономическая ситуация. К сожалению, ты никогда не знаешь, сколько ты должен платить за товары и за услуги. Инфляция, несколько курсов доллара, это все очень неудобно в обычной жизни. Вот, это все очень неудобно. Ну, про всякие мелкие вещи я не буду говорить. Кажется, что в этом нет какой-то необходимости. Вот эти глобальные вещи мне очень не нравятся. Но давайте поговорим о том, что нравится, ведь этих вещей много. Что же мне нравится в Аргентине? Опять же, такие глобальные вещи. Ну, первое – это отношения между людьми. Отношения между людьми. В Аргентине люди и вообще семья – это большая ценность. И то, как люди здесь общаются друг с другом, общаются со своей семьей, постоянно ходят куда-то вместе с семьей, проводят время. Это очень круто. Это очень круто. И, там, и старшее поколение, и молодое поколение, все вместе проводят время, и кажется так, что для людей это действительно большая ценность. Вот, это мне нравится. Это мне действительно нравится. Мне кажется, что в целом это большая ценность. Это большая ценность, когда между людьми такие отношения. Это очень приятно жить в такой среде. Вторая вещь, похожая на первую, это отношение к иностранцам, отношение к иностранцам. То есть даже если ты плохо говоришь на испанском, к тебе люди не будут относиться по-другому. На тебя люди не смотрят как на чужого или как на идиота. И это очень круто. Это очень круто. Не везде это так. А вот здесь я это чувствую, и мне это, безусловно, очень-очень нравится. Третий момент, тоже похож на первые два, это отношение к детям. Отношение к детям. Может быть, прозвучит странно, но действительно в Аргентине все общаются с детьми очень по-доброму, очень вежливо, всегда играют с детьми. Никто никогда не кричит на детей. Ну, по крайней мере, я этого не видел. В России ты видишь, такое достаточно часто, когда идет там мама или папа и что-то вот так это говорит ребенку или даже кричит. Вот не знаю, сложно сказать, почему так, но в Аргентине этого просто нет, и отношение к детям просто офигенная. У меня маленькая дочка, и люди постоянно с ней говорят, люди никогда не делают тебе замечания и не высказывают тебе ничего, когда ребенок кричит. Например, в автобусе. Да, в автобусе. Ты едешь в автобусе в другой город, и ребенок плачет. И никто никогда ничего не сказал. Конечно, это
неприятно, да, это, ну, раздражает, когда дети плачут, а тебе нужно там ехать, ты хочешь расслабиться, но в Аргентине такого просто нет, и поэтому, ну, вот отношение к детям, к другим людям и вообще отношения между людьми для меня это огромный плюс, и это то, что я реально то, чему я реально хочу научиться, я пытаюсь. Вот. Мне кажется, это очень круто. Номер 4 вы можете видеть вот здесь сейчас. Я нахожусь в городе Неукен, это река Лимай. И четвертая вещь, которая мне очень нравится, это разнообразие климатических зон в Аргентине. В Аргентине есть холодные горы, океан, озера, реки, субтропический, даже, наверное, тропический климат и такой более прохладный климат. Есть пустыни. Есть место, где зимой снег, есть место, где зимой нет снега. То есть ты можешь жить там, где тебе нравится. Ты можешь жить в более прохладном климате, в более сухом климате, в более влажном климате и так далее. И это все Аргентина тебе дает. Вот. Ну и, конечно, природа. Природа — это отдельная вещь. Очень много красивых рек, озер, гор, пустынь. Короче, разнообразие. Разнообразие. Диверсидад. Ну и еще одна, пятая вещь. Я хотел сделать 4 и 4, чтобы был баланс, но нафиг баланс. Пятая вещь — это культура мате, культура питья мате. В Аргентине мате пьют все, ну окей, не все, но почти все, часто и дома, и на работе, и в парках, особенно в парках. И это не просто напиток, это не просто чай, который ты сделал дома, и ты его пьешь. Нет. Это способ коммуникации, это не способ, а скорее мате пьют для того, чтобы пообщаться с людьми, посидеть с друзьями, пить мате, общаться. Или, например, взять мате и смотреть на реку и пить мате. То есть это про наслаждение моментом. Это про наслаждение моментом. Насколько я это понимаю. И это очень круто. Возможно, поэтому в Аргентине курят меньше, чем, ну, например, в Европе. Может быть, поэтому, не знаю. Но в Аргентине люди пьют мате, это тоже такая привычка, да, своя культура. У меня есть моя такая теория, что поэтому, может быть, в Аргентине меньшее количество людей курят сигареты. Вот. Может быть, нет, не знаю. Но в любом случае вот эта культура, когда ты сидишь на берегу реки, пьешь мате, но это очень круто. Это очень круто. И мне это очень нравится. Я сам пью мате. Не так часто, как аргентинцы, наверное, но каждую неделю я точно пью мате. Иногда несколько раз в неделю. Что ж, друзья, наверное, можно было бы продолжать, но можно было бы что-то сказать про безопасность, про еще какие-то вещи. Но, наверное, у меня нет каких-то сильных эмоций по этому поводу. В Аргентине есть довольно безопасные города, такие как Неукен, где я живу. Вот, посмотрите, там народ фотографируется с буквами Неукен. Вот.
Поэтому, наверное, это вот то, что я хотел сказать, основные вещи. Все остальное, наверное, не имеет такого значения, наверное, так. Что ж, спасибо, что посмотрели это видео. До встречи в следующем видео через неделю. Пока!